Зачем и почему мужчины отправляют фото своего члена? В этом видео я об этом буду рассказывать. Наверняка у каждого из нас есть какой-то знакомый мужчина, мужик, да не парень, который отправлял свой дикпик. Дикпик переводится дик как член, пик как картинка, фото. И если его спросить, зачем ты это сделал, он скажет: я хотел прикольнуться, это был какой-то угар. Либо он начнет отшучиваться, говорить все через юмор, рассказывать. Но юмор — это психологическая защита. Но если мы все больше и дальше, допустим, в терапии будем с ним разбирать этот вопрос, то мы дойдем до следующего. Сейчас я об этом вам расскажу. Кстати, на самом деле, многие мужчины стесняются и не говорят о том, что они отправляют фото своего члена. То есть для них это какой-то стыд. То есть отправить для них это нормально, а говорить об этом, рассказывать об этом, это уже что-то ненормально. У них есть какой-то комплекс вины, стыда, то, что это неприлично. Ну и вот, зачем же его отправляют дикпик? Многие ученые, многие психологи, сексологи, тут, естественно, все индивидуально, говорят о том, что нужно разбирать саму ситуацию. Самого человека, кто это делает. И я с этим соглашусь, потому что у каждого из них разный посыл. Кто-то может в самом деле, чтобы поприкалываться, но почему у него такой был посыл? Почему он решил прикольнуться и отправить фотку своего члена? Во многих случаях, в большинстве даже случаев, все сводится к тому, что мужчина тем самым показывает свою мускулинность, показывает то, что он мужчина, показывает то, что у него есть член. И, кстати, все отправляют фото дикпика именно в эрогированном состоянии, то есть в состоянии эрекции. Никто не отправляет дикпик просто когда он не в эрекции, потому что это совершенно другой размер. И когда вот мужчина отправляет эту фотографию, он тем самым вот из-за каких-то своих комплексов, страхов, хотя это может быть даже бессознательно, на сознательном уровне у него юмор, прикол, угар и так далее, а на бессознательном у него страх, комплексы, доказать свою мускулинность, показать свою мужественность. Когда человек в других различных сферах либо как-то не реализовался, либо он очень сильно комплексует, у него заниженная самооценка, когда он думает: так, вот это вот у меня в жизни не получается, вот это там, я мало зарабатываю, у меня плохая квартира, у меня жена может быть некрасивая, тут я не удовлетворен полностью в жизни, а возьму-ка я отправлю дикпик. У меня же член-то, как мужчина думает: ого-го, он большой, он такой классный, если кому-то отправлю, и тем самым я проявлю свое внимание. Ну, то есть, опять же, некоторые думают, что это проявление внимания, но это на самом деле нарушение границ. Представьте, девушку, сидит на работе, едет в метро, да неважно где она находится, там женщина, ей приходит фотография дикпика. Это реальное нарушение границ, то, что человек из своих каких-то помыслов, убеждений, страхов, комплексов кому-то что-то пытается доказать, кому-то что-то пытается показать. И тут приходит такая фотография. Там по статистике, не знаю, там из 100 женщин, это исследования британские, то что из 100 женщин, там, по-моему, 5% или там 3% они более-менее с улыбкой на это посмотрят, а другие относятся к этому негативно. Я их прекрасно понимаю, зачем они это делают. Кстати, а вот тема для видео, для следующего: зачем женщины отправляют голые интимные свои фотографии? Я думаю, что, и как мои коллеги думают, это они показывают свою сексуальность, показывают свою энергию. Но это другая тема видео. Теперь вернемся к мужикам. Мужик, который отправляет фотографии своего члена, неважно кому, знает он этого человека, не знает этого человека, у него в бессознательном, а возможно даже иногда и в сознательном, комплексы, страхи, неполноценность, пытается доказать свою мускулинность, показать то, что он мужик, то, что он самец, то, что он может, то, что у него вот такой вот член, то, что он готов к спариванию, он готов, но это все про мужчину, это не значит про женщину. Про женщину это совершенно, мы не знаем, что думает женщина, который конкретный пример, который, когда отправили фотографию члена, там, не знаю, в WhatsApp, ВКонтакте, там, в Вайбере, да где угодно вообще. То есть у мужика есть своя программа, свой механизм, это как когнитивное искажение, о чем он думает, когда отправляет эту фотографию. Если вот так подытожиться, то у каждого мужика что-то есть свое, что-то, и это разбирается на сессиях, это разбирается на терапии. Но, как я сказал, часто бывает то, что если мужчина в этом признается, а ему тяжело об этом признаться, почему он отправляет, зачем, там чувство стыда, чувство вины. А если он говорит об этом в шутку, то юмор — это психологическая защита. Но основной посыл — это доказать свою мускулинность, мужественность,
показать, доказать, представить себя в каком-то лучшем свете, не тем, кто является он на самом деле, а какая-то воображаемая мифическая картинка. Это даже, мне кажется, немножко походит сейчас на инфантилизм. Что-то себе воображал, представлял, смоделировал, отправил, ждет какой-то реакции. Ну какой? Он ждет определенной реакции, он же не зря отправляет эту фотографию. Он ждет реакции, то, что «Ого, какой классный член, давай мы с тобой встретимся, давай спать всю ночь». Ну, это реакция от девушки, он так думает. Но на самом деле все совершенно не так. В общем, как я думаю, мое личное мнение, здоровый психологически человек не будет отправлять фотографию своего члена знакомым, либо незнакомым людям, девушкам. Это мое личное мнение. А если он это делает, то welcome на терапию, добро пожаловать, будем с этим работать. Спасибо большое. Если у вас остались какие-либо вопросы, то задавайте. С вами был Сергей Витищенко, сексолог, психолог. Всего доброго, до свидания.